Канал Валерия Табакова представляет Киевпрайд 2025. Борьба за равенство против дискриминации и гомофобии. Добрый день, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы посвятим наше видео Киевпрайду 2025 года. Событию, которое стало символом борьбы за равенство и свободу в Украине. В условиях войны ЛГБТК плюс сообщество доказывает, что их права – неотъемлемая часть нашей борьбы за справедливость. К сожалению, радикальные националисты, вдохновленные Ириной Фарион, сеют гомофобию и ненависть, включая попытки обвинить Вячеслава Зинченко в ее убийстве без доказательств. Мы разберем значение Киевпрайда, вклад ЛГБТК плюс военных, усилия Инны Совсун в продвижении равенства и юридические аспекты нарушения прав ЛГБТК плюс сообщества. Моя позиция однозначна. Права ЛГБТК плюс – это права человека, а гомофобия – угроза нашему европейскому будущему. Призываю к диалогу. Пишите вопросы в комментариях, делитесь мнениями. Я отвечу в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайк, донатьте. Вместе мы отстоим справедливость. Поехали! История Киевпрайда. Киевпрайд, начавшийся в 2012 году, это движение за равенство ЛГБТК плюс украинцев. Первый марш в 2013 году собрал 100 участников, столкнувшихся с агрессией контрпротестующих, вдохновленных радикалами, вроде Ирины Фарион. В 2015 году нападение на марш ранили 10 человек, показав масштаб гомофобии. С 2016 года Киевпрайд стал крупнейшим ЛГБТК плюс событием в Восточной Европе, символизируя прогресс Украины. После 2022 года марши проводились за границей, в Варшаве 2022 и Ливерпуле 2023. В 2024 году Киевпрайд вернулся в Киев с 500 участниками под строгой охраной, несмотря на войну. Киевпрайд – это борьба за право каждого быть собой, особенно для ЛГБТК плюс военных. 7 июня 2025 года в павильоне «Кит» на ВДНХ прошел Киевпрайд Парк, фестиваль с лекциями, дискуссиями с ЛГБТК плюс военными и сбором 4 миллиона гривен для ВСУ. Среди 500 участников были дипломаты из США, Великобритании, Франции и Швеции, организаторы, включая Анну Шарыгину. Они требовали принятия законопроектов номер 5488 о преступлениях на почве ненависти и 9103 о гражданских партнерствах. 14 июня запланирован марш равенства с лозунгами «Вместе за равенство и победу» и «Нет мира без справедливости». Несмотря на угрозы националистов и давление полиции, мероприятие состоялось под усиленной охраной. Киевпрайд – это утверждение, что ЛГБТК плюс украинцы заслуживают равных прав. Почему прайд важен в военное время? ЛГБТК плюс военные, такие как Виктор Пилипенко, рискуют жизнью, но их партнеры лишены прав на наследование или посещение в больницах. Киевпрайд поддерживает ВСУ и показывает, что свобода
– это право быть собой. Гомофобия националистов ослабляет единство. Друзья, согласны ли вы, что ЛГБТК плюс военные заслуживают равных прав? Пишите в комментариях. Далее. Наши лидеры. Инна Совсун. Народная депутатка от «Голоса», политолог и лидер в борьбе за права ЛГБТК+. Родилась 21 сентября 1984 года в Харькове. Была первой заместительницей министра образования 2014-2016 годы, вице-президенткой Киевской школы экономики 2016-2018 и соучредительницей ЦЕДОС. Как преподавательница Киево-Могилянской академии она продвигает реформы. В 2023 году Совсун зарегистрировала законопроект номер 9103 о гражданских партнерствах, дающий однополым и разнополым парам права на наследование, посещение в больницах и социальную защиту. Она заявила, ЛГБТК плюс украинцы не могут ждать равенства. Совсун также подала заявление против Алексея Арестовича за сексистские высказывания, показав решимость бороться с дискриминацией. Ее усилия поддержали 41 депутат Европарламента, призвавшие Зеленского и Стефанчука принять законопроект 9103. Совсун отличает Украину от России, где ЛГБТК плюс признаны экстремистами. Инна Совсун – пример политика, который борется за справедливость и равенство. Друзья, как вы оцениваете вклад Совсун? Делитесь в комментариях. Теперь антипод. Ирина Фарион. Символ радикального национализма. Ирина Фарион. 1964-2024 годы. Экс-депутатка от «Свободы», 2012-2014 годы, лингвистка и профессор Львовской политехники. Ее ультранационалистические взгляды, включая призывы к утилизации русскоязычных, разжигали ненависть. Хотя Фарион не комментировала Киев Прайд напрямую, ее идеология чистоты нации вдохновляла гомофобные акции свободы, включая протесты против ЛГБТК+, в 2019 году. Фарион была убита 19 июля 2024 года во Львове. Подозреваем стал 18-летний Вячеслав Зинченко, задержанный 25 июля. Националисты, связанные с свободой, обвиняют его без достаточных доказательств, игнорируя презумпцию невиновности. Дело Зинченко. Зинченко не признает вину, заявляя, с Фарион я ничего не делал, и его адвокат Игорь Сулейма указывает на отсутствие улик. Пистолет Форд-12 не доказан как орудие убийства, а адерологическая экспертиза и другие экспертизы и доказательства оспариваются из-за несоответствий. Националисты называют Зинченко убийцей, ссылаясь на его подписку на ультраправые телеграм-каналы, но это не доказывает его вину. Такие обвинения, вдохновленные риторикой Фарион, создают атмосферу нетерпимости, которая подпитывает гомофобию против Киев-Прайда. Фарион и ее последователи угрожают справедливости и единству Украины. Друзья, считаете ли вы дело Зинченко политизированным? Пишите в комментариях. Теперь краткий обзор о националистах.
Националистические группы, такие как «Правый сектор» и «Свобода», выступают против ЛГБТК+, называя Киев Прайд пропагандой. В 2025 году они протестовали против особых прав ЛГБТК+, но их гомофобные лозунги и угрозы, вдохновленные идеями Фарион, говорят о ненависти. В 2016 году лидер ОУН Микола Каханівський оправдывал насилие против ЛГБТК+. 7 июня 2025 года националисты провели митинг против Киев Прайд Парк. Их было немного, но они угрожали насилием. И один участник носил кепку со свастикой. В 2024 году они выкрикивали угрозы на Крещатике после Киев Прайда. Эти действия, как и обвинения Зинченко, ослабляют Украину, сея раскол. Гомофобия националистов – это угроза единству и европейским ценностям. Друзья, почему гомофобия националистов остается проблемой? Делитесь в комментариях. Киев Прайд – законная реализация права на свободу собраний. Статья 11 Европейской конвенции по правам человека. И свободу выражения. Статья 10. Конституция Украины, статья 39, гарантирует право на мирное собрание, даже в военное время, если они не угрожают безопасности. Давление полиции на организаторов Киев Прайд Парк 7 июня 2025 года, включая угрозы отмены из-за потенциального теракта, нарушает эти права. В 2015 году ЕСПЧ в деле Гендердог М против Молдовы постановил, что запрет ЛГБТК плюс маршей – дискриминация. В 2019 году дело Беркич и другие против Хорватии подтвердило, что власти обязаны защищать ЛГБТК плюс мероприятия от угроз, а не ограничивать их. В Украине полиция в 2023 году обеспечила безопасность Киев Прайда, но в 2025 году давление на организаторов показывает регресс. В 2024 году полиция Киева ограничила доступ к Киев Прайду под предлогом безопасности, что вызвало жалобы в ЕСПЧ. Такие действия нарушают статью 11 Конвенции. Гомофобные угрозы националистов подпадают под статью 161 Уголовного кодекса Украины «Разжигание вражды», но ее применение ограничено из-за отсутствия четкого определения преступлений на почве ненависти. Законопроект номер 5488, поддерживаемый Инной Совсун, предлагает ввести эту категорию, усилив наказание. В 2023 году Freedom House зафиксировал 52 случая насилия против ЛГБТК+, но большинство классифицированы как хулиганство. Международные стандарты, включая директивы ЕС 2012/29/ЕУ, требуют квалифицировать такие преступления, как мотивированные ненавистью. В 2024 году трансгендерную женщину избили в Киеве, но полиция не учла гомофобный мотив. В деле Влахас против Греции 2021 год ЕСПЧ обязал власти расследовать гомофобные мотивы, что актуально для Украины. Риторика Фарион и поспешное обвинение Зинченко создают атмосферу безнаказанности, усиливая дискриминацию ЛГБТК+. Националисты, вдохновленные ее идеями, подстрекают к насилию, что требует строгого правового ответа. Законопроект номер 9103 Совсун
даст однополым и разнополым парам права на наследование, посещение в больницах и социальную защиту, что критично для ЛГБТК плюс военных. Отсутствие таких прав нарушает статью 8 Европейской конвенции «Право на частную жизнь». В 2015 году дело Алиари и другие против Италии в ЕСПЧ обязало страны признавать однополые союзы. В Польше дело Андерсон против Польши 2023 год подтвердило, что отказ в партнерствах для ЛГБТК плюс дискриминация. В Украине 72% граждан поддерживают равные права. Опрос НДИ 2023 год. Но сопротивление националистов тормозит реформы. Пример. В 2023 году трансгендерная военнослужащая Виктория рассказала, как ее партнер не получил информацию о ее ранении из-за отсутствия закона. В 2024 году ЛГБТК плюс военный Богдан погиб, оставив партнера без наследства. Отсутствие закона номер 9103 также нарушает статью 14 Конвенции «Запрет дискриминации», так как ЛГБТК плюс пары лишены прав, доступных гетеросексуальным. Друзья, как вы считаете, почему Украина медлит с принятием законопроекта номер 9103? Пишите в комментариях. Теперь юридические меры. Рекомендуется Украине принять законопроекты номер 5488 и 9103 для защиты от дискриминации и легализации партнерств. Расследовать гомофобные действия националистов как преступление на почве ненависти. Обеспечить безопасность Киев-Прайда без ограничений. Соблюдать презумпцию невиновности в деле Зинченко, избегая политизированных обвинений. Общественный диалог. Рекомендуется показывать вклад ЛГБТК плюс в оборону Украины, как это делают Совсун и Пилипенко. Осуждать гомофобию и риторику Фарион и ее последователей как угрозу единства. Проводить кампании для преодоления стереотипов. И в международной поддержке. Использовать давление ЕС и Совета Европы для реформ. Привлечь внимание к гомофобии националистов и делу Зинченко на международной арене. Киев-Прайд и Совсун показывают путь к свободной Украине. Гомофобия, подпитываемая Фарион, препятствие, которое мы преодолеем. Друзья, Киев-Прайд 2025 доказал, что ЛГБТК плюс украинцы – часть нашей борьбы за свободу. Гомофобия националистов, вдохновленная Фарион и проявленная в обвинениях Зинченко, разделяет нас. Инна Совсун ведет нас к равенству. Поддерживайте права человека, пишите в комментариях, делитесь видео, подписывайтесь. Вместе мы построим Украину, где каждый свободен. Спасибо. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков.